Приветствую, друзья! Компания Kenera, как известно, делает одни из лучших внутриканальных наушников в среднем и верхнем ценовых сегментах. Причем огромное внимание уделяется не только самим наушникам, но и кабелю, что идет в комплекте, а также набору сменных силиконовых амбушюр. Продукция Queen of Audio, как дочерней компании, также следует всем описанным выше критериям, но раньше имела немного иной подход к настройке звучания. В модели Aviation же я слышу тот самый флагманский почерк, за который буквально обожаю наушники Kenera. Это просто феноменальная музыкальность, совмещенная с совершенно потрясающей прорисовкой каждого из инструментов. В общем, сегодня говорим о новой усладе для моего слуха Queen of Audio Aviation. Собственно, поехали! Пришла модель в солидной такой коробке, повторяющей абстрактный узор внешней части наушников. Здесь нам коротко описали схему излучателей, привели заводской график АЧХ, а также перечислили все основные характеристики модели, из которых отмечу наличие 8-мм динамика, отвечающего за низкие частоты, двух фирменных среднечастотных арматур Knowles 32873 и одной пищалки, тоже от Knowles, 33518. Причем суммарный импеданс всей этой конструкции составляет 39 Ом при заявленной чувствительности в 118 дБ. В комплект нам положили две карточки, плотный фирменный бокс на кнопки и уже знакомую всем коробочку с двумя наборами силиконовых амбушюр, один из которых мои любимые KBR-07. Кабель на вид тоже отличный, гибкий, витой, с солидным таким сечением и сопротивлением на каждый из жил, равным всего 188 тысячных Ома. Шикарный кабель, даже не вздумайте его менять. Ну а бонусом идет к нему сразу два сменных штекера на стандартный джек 3,5 мм и балансный пентакон 4,4 мм. Сами чашечки выполнены из гипоаллергенной смолы, где на свет можно различить всю заявленную структуру излучателей и, естественно, систему из акустических трубок, ведущих к металлическому звуководу. Причем, заметьте, в 2 из 3 углублений установлены фильтры от той же компании Knowles. То есть при некоторой сноровке, наличии специального ключа и набора подобных бочонков вы можете перенастроить наушники, как вашей душе будет угодно. Компенсационное отверстие здесь одно, и направлено оно привычно уже назад. Ну а внешняя часть, как я упоминал, имеет абстрактный нанесенный вручную рисунок с наименованием модели. Выглядит это просто сногсшибательно, посадка, как всегда, великолепная, да и звукоизоляция, благодаря фирменным амбушюрам, на самый высокий балл. В том, что Kenera умеют делать наушники, у меня даже сомнения никогда не было. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас достаточно стандартный по амплитуде и затуханию импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,27%, что немного, но выше нормы. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, причем без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с аккуратным таким заходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разборчивости, пик имитации ушной раковины и еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего пиками на 12 и 15 кГц нам возвращают звук воздуха и слегка подчеркивают высокие частоты. Между насадками, как видите, отличия есть, и все они находятся на самом верху. Если обратиться к прошлому данной компании, то Queen of Audio Gimlet и Kenera Hodor имели практически идентичную настройку, в то время как в Aviation нам не стали перекачивать бас, прибрали нижнюю середину и, что куда важнее, еще немного усмирили яркость, отчего стало вот в самый раз.
Что сказать, отличная настройка, видно, что инженеры действительно работали, они пытались угодить западным блогерам посредством кривой Хармана или диффузного поля. Я лично это очень ценю. По подаче же, как я говорил в самом начале, это нечто просто потрясающее, действительно объемное, живое звучание в совокупности с чуть ли не дотошной прорисовкой каждого из элементов музыкального полотна. Уровень выразительности, мелодики и непосредственно вовлечения в материал здесь буквально зашкаливает. От них просто невозможно оторваться. Скажу честно, у меня сейчас на тестировании более 10 наушников, в том числе и из данного ценового сегмента, но так красиво из них не звучит ничего. Здесь вот прямо чувствуется самый сок музыки, ее глубина и характер. Да, это далеко не нейтральное звучание, чтобы вы под этим термином не понимали. Тут нет сухости, пресного повествования и попытки расщепить звук на молекулы. Скорее наоборот, Aviation звучат увлекательно, эмоционально и при этом сохраняют тот уровень прорисовки, который свойственен реальным живым инструментам. То есть все нюансы и особенности игры здесь практически как на ладони. Возьмем, например, Rapga Bridge. Без сомнения, это очень интересная модель, и звук тут далеко не лишен мелодичности, но он гораздо сдержаннее, менее выразительный и не такой масштабный, тяготеющий, на мой взгляд, больше к нейтральности. BGVP P05 – это классический нейтральный звук с сухостью, запредельными скоростными характеристиками и направленностью в сторону мониторинга. SIMGOT EM6L не менее выразительный, дают столь же объемное звучание, но в мелодичности и в том самом погружении в материал они, скажем так, не сильно преуспели. В звук Aviation буквально влюбляешься, хотя согласен, в данном случае это скорее вопрос вкуса. EM6L на фоне героев обзора более собранный, с акцентом не на эмоциях, а на не менее важных скоростных характеристиках. Ну а на фоне Litshui DZ4 у Aviation просто космический уровень прорисовки и разделения инструментов. Хотя, ради правды, с бюджетными источниками DZ4 показывает просто высший класс, добавляя массы музыкальности и объема. То есть, да, у героев обзора, конечно, есть конкуренты, но если вы предпочитаете различные оркестровые, джазовые или другие живые исполнения, а также электронную музыку во всем ее многообразии, то у Aviation почти нет достойных соперников. В рок-музыке я бы тоже отметил их исключительно в положительном ключе. Металлу, как я считаю, больше подойдет что-то подсушенное типа EM6L или P05, но это опять-таки зависит от поджанра и ваших вкусовых приоритетов. В качестве источников лучше выбирать что-то более-менее серьезное. Всякие бюджетные решения, конечно, тоже годятся, но, боюсь, тогда потенциал наушников будет раскрыт не полностью. Если разбирать по частотам, то бас здесь уходит достаточно глубоко, текстура прекрасно читается, нет ямы, свойственной переходу на середину. Все грамотно сбалансировано и однородно по всему спектру частот. Высокие не рычат и не сыпят, и в то же время их достаточно, чтобы насладиться переливами перкуссии или различными резонансами у живых или электронных тембров. Серединка же тут самый сок, она прозрачная и одновременно мясистая, объемная и просто сверхвыразительная. Причем наушники не пытаются подсветить нам какой-то конкретный отрезок частот, позволяя наслаждаться сразу всей музыкальной картиной в целом. Еще раз отмечу практически отсутствующие переходы между излучателями и приятный слуху вес, в том числе и на высоких частотах. Тут все действительно по-взрослому. Хорошо настроенный звук с акцентом на музыкальности и вовлеченности в материал. Причем им под силу даже сложные оркестровые записи, где хватает и воздуха, и прорисовки, и экспрессии на всех музыкальных планах. По мне так, друзья, это еще одна заявка в копилку лучших наушников этого года.
Знаю, вы обязательно спросите меня о том, как они против такого титана, как Yanyin Canon 2. Здесь, друзья, мне сложно ответить с высоким уровнем достоверности, так как сравнение могу провести исключительно по памяти и имеющимся у меня измерениям. Но если абстрагироваться от всех этих нюансов, то у Canon однозначно больше баса и чуть ниже упор на разрешение. В остальном это наушники примерно одного уровня и даже схожие настройки. Я бы рекомендовал сэкономить почти 3 цены и взять именно Aviation. Да, здесь нет системы переключателей, но масштаб, певучесть эмоций, да и вообще удовольствие от звучания я получил почти идентичное. Итогом гибридные 4-драйверные наушники Queen of Audio Aviation удобно сидят, кабели насадки в комплекте отличные, просто превосходная настройка излучателей и приятные раскрашенные вручную узоры на внешней части корпуса. Звучит же модель, на мой вкус, просто сногсшибательно, точно, масштабно, выразительно, с акустически правильным весом, объемом и просто запредельным погружением в материал. Это как раз те наушники, что воткнул в уши и, так сказать, улетел. Также хочется отметить практически бесшовные переходы между излучателями, реально грамотный баланс частот, отличную прорисовку сцены в глубину и, что не менее важно, качественный такой акцент на разрешении. То есть динамика здесь ощущается как на микро, так и на макро уровне. Каких-то недостатков у модели я лично не нашел, но можно было, наверное, еще чуть-чуть поднять уровень баса, хотя это уже лютая вкусовщина. На мой взгляд, модель просто превосходна, одна из лучших, что я, друзья, только слушал. Однозначно могу ее рекомендовать, вот просто кайф. А на этом у меня все. Это были наушники Queen of Audio Aviation. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!